Всем привет! Вы на канале Вектор, с вами Владимир, и сегодня на обзоре у нас Hyundai Creta 2017 года. Это дорестайловая модель, одна из самых первых, да, в Россию они пришли в 2016 году. Зашли с таким моментом, что это самый-самый дешевый паркетник вообще на рынке. Корейцы это сделали, молодцы. И вот даже в то время мне было сразу же интересно в 2016 году приехать и посмотреть этот автомобиль, да, что это такое. И про кузов. Смотрите, в 2021 году появилась Hyundai Creta второго поколения, да, то есть она там пережила рестайл, потом они сделали второе поколение, вообще ужасное, то есть меня прямо она раздражает, честно. Она очень страшная, она очень убогая, какие-то линии непонятные. Я, конечно, попробую ее найти на обзор, обязательно возьму, посмотрю, что там за техничка и изменилось ли. Давайте посмотрим все-таки, что нам в минималке пытались сделать в городском паркетнике. У нас комплектация не самая богатая. Вот оно, сердце этого автомобиля. Смотрите, объем двигателя 1.6. 123 лошади и 151 крутящего момента. На самом деле это очень мало для данного экземпляра. В паре он у нас идет с коробкой автомат. Классический, шестиступенчатый, надежный, проверенный временем. Все классно. По коробке сразу в продолжение скажу, что здесь бывают еще механика устанавливается, которая менее надежна, да, то есть там частые проблемы со сцеплением, с выжимными, поэтому надежнее, практичнее взять автомат. Наш экземпляр на переднем приводе, бывает еще на полном приводе. И двигатель бывает еще двухлитровый, да, 149 лошадей. Вот он, я думаю, что интереснее. И по динамике разгона, да, потому что динамика разгона на данном двигателе, на данной конфигурации, да, с передним приводом 12,1 секунда. Это очень много, это очень долго, динамика очень плохая. Друзья, про заявленный расход топлива, да, то есть все, что заявлено заводом, посмотрел, даже почитал форумы, да, про расход топлива, все пишут очень маленький расход топлива. Пообщался с собственником конкретного экземпляра. Смотрите, зимой с автозапуском, с прогревами, с пробками, да, мы как бы вот в Нижнем Новгороде есть пробки, да, там у нас бывает час пик там с утра, вечером. В этом режиме этот автомобиль расходует порядка 12-13 литров. Средний летом, там без прогревов, без пробок, да, 9-10 литров она убирается. Но это опять же зависит от манеры езды. Пытался разобраться, потому что вес автомобиля такой, знаете, ну средний, тонна 440. Наверное, веса многовато для этого двигателя. Двигатель здесь установлен с Hyundai Solaris и всех подобных автомобилей. Вообще линейки корейских автомобилей, да, это такие как Kia, Hyundai. 1.6, 123 лошади, он очень популярный, он много где ставился. И в Цераты, и в седы. В легковые автомобили, я имею в виду, в Солярисы, в Рио, в Элантры. То есть он везде кочует. Проблемы, кстати, гуляют все по-разному. Да, вот про этот автомобиль пытался найти информацию, пообщаться с сервисменами. Кто-то говорит, что 1.6 двигатель, разваливается катализатор. Это как и про многие Kia, да, все пишут на форумах, что разваливается катализатор, залетает в поршня и все, капитал к мотору. Блин, ну, эта машина небольшой пробег, там порядка 105 тысяч. Я разговаривал с собственником, у которого пробег около 200 тысяч. Полет нормальный, катализатор на месте. Не знаю, про двухлитровый двигатель. Двушка здесь стоит от AX35. AX35, Спартаж и все подобное, которые в 150 лошадей, да, но здесь он по документам идет 149 лошадей. Там проблема задиры. Опять же, знаю много автомобилей с пробегами в 200+, задиров нет. Вопрос, опять же, наверное, еще раз повторюсь, просто скажу, ребята, обслуживайте, пожалуйста, свои автомобили, да, то есть на этих двигателях, там 1.6, 2 литра, температурно не сильно нагруженных, меняйте, пожалуйста, масло каждые 7500, не больше, не 8, не 9, не 10, 7500, и двигайтесь на автомобилях каждый день, то есть вот прям эксплуатируйте их на максимум, в таком случае не будет задиров.
Так как это у нас паркетник, у нас увеличенный дорожный просвет, да, в 190 миллиметров. Это очень хороший показатель для города, вообще классный. Эти автомобили бывают на переднем и на полном приводе. У нас на переднем, на полном приводе они тоже бывают и на 1.6 двигателях, и на 2-литровых. Если вы все-таки будете ее рассматривать для покупки, то я бы делал акцент на 2-литровом моторе. Все-таки мощности побольше и веса добавится с учетом там кардана, приводов. Но заднюю подвеску я вам сейчас покажу. Здесь тоже есть особенность. Очень интересная особенность. А вот самое интересное про подвеску. Заднюю подвеску этого автомобиля. Передняя она не меняется ни от какой конфигурации. Задняя подвеска здесь меняется. Если автомобиль у нас переднеприводный, как наш экземпляр, то сзади здесь установлена балка. Смотрите, просто балка, да? Балка это такой надежный вроде момент, да, там нечему ломаться, но это некомфортно. Машина рулится очень плохо. У нее крены и очень жесткая подвеска становится, и ее раскачивает на больших скоростях. Но если вы купите полноприводный вариант, сзади будет независимая подвеска. Там будет редуктор, привода и полностью независимая подвеска. Вперед-зад получится. Как вы это сделали и зачем? На переднеприводный автомобиль нельзя было оставить ту же независимую подвеску, чтобы машина рулилась лучше даже на переднем приводе? Корейцы, вы, блин, зачем? Зачем вы это сделали? Тут вроде так все хорошо начиналось. И, блин, балка. Давайте посмотрим тормоза. Тормоза дисковые. Корейцы, красавчики, конкуренты. Suzuki SX4. Барабаны. Реношка, барабаны. Блин, эконом. Это самый дешевый паркетник в России, который был ввезен вообще. Просто они в 2016 году, они просто уничтожали всех. Ценой. И, блин, здесь была начинка. Все жалуются на оптику данного автомобиля. Она прям дешманская, она галогеновая. Есть разница по комплектациям, да, как бы были там ходовые дневные огни, а у кого-то их нет, но везде был галоген. Собственник данного экземпляра решил этот вопрос, установил линзы диодные, светят классно, все супер. Штатная оптика ужасная, просто она реально не светит. Про заднюю часть этого автомобиля. Смотрите, по внешке, как бы по дизайну, по общему, мне, ну, я честно признаюсь, мне не очень нравится этот автомобиль, как бы, ну, дизайн отрисован так себе. Есть плюсик. 2 задних хода, 2 задние туманки, да, это лично мое мнение, да, то есть мне надо, чтобы было это все симметрично. Следующий момент по минусам, да, дилеры по гарантии перекрашивали эти крышки багажника, да, это было заявлено до декабря 2016 года, была эта проблема, типа в декабре 2016, но автомобиль 2017 года, там, видимо, плюс-минус появились крышки оцинкованные, смотрите. Ржавчина есть, краска вздувается, раз, там, 2, 3 момент, да, то есть есть эти моменты, и на белом автомобиле это очень явно видно. Давайте посмотрим по багажнику. Открывается он у нас с ключа, здесь вот резиновая кнопочка есть. Извиняюсь, не было возможности заехать на мойку, намыть багажник. Объем небольшой, 402 литра в минималке, но это, в принципе, достаточно, да, если... На рядовом седане объем багажника примерно там, ну, 450-520 литров, да, это средний багажник нормального полноразмерного седана. Здесь 402, плюс убираем крышку, складываем второй ряд сидений. Давайте посмотрим, как он складывается. Кстати, вот полка. Я могу на нее облокотиться. Китайцы! Джили Кулрей! Привет! Я могу облокотиться, и она не сломается. Да, она не, там, не толщина у нее там около 3 сантиметров, но она отформована так, что она жесткая. И я могу облокотиться, и я не боюсь это сделать. Красавчики! Даже в таком эконом-сегменте они сделали просто более-менее качественную полку. За эти деньги даже идеальная полка. Так, сиденья у нас складываются, да,
грубо говоря, из салона, да, это просто у меня рост позволяет дотянуться отсюда, как бы кто-то ростом пониже просто не дотянутся. Чтобы сложить, давайте я попробую это сделать из багажника. Мне просто лениво обходить, погода плохая, а здесь, смотрите, я такой под крышей стою, оператор пусть его заливает дождем, а мне кайфово, я буду здесь, короче, обозревать этот автомобиль. Так. Вот я сложил второй ряд сидений. В принципе, здесь получился практически ровный пол. Там просто лежат вещи, и поэтому это сиденье мы маленько зажали вещи. Будем ориентироваться на это кресло. Ровный пол. Молодцы. Практически ровный пол. Все-таки есть маленький угол, но он прям допустимый. То есть нету, знаете, этой жесткой ступеньки, как там, я не знаю, во всеми хваленной Ниве Chevrolet. Сделаю я отсылку туда, где сиденья вообще кое-как складываются. Друзья, давайте посмотрим, что у нас там с запаской. Здесь у нас полноразмерное запасное колесо, набор инструмента, домкрат, баллонник, все есть. Отсутствие шумки по багажнику, ну и как у большинства автомобилей, но так как это самый дешевый автомобиль, к этому я придираться не буду. Даже ящички, органайзеры пластиковые, прикрученные, они не болтаются, то есть их прикрутили. Молодцы, смотрите, Geely Coolray, Coolray, ты слышишь меня? Производитель Geely, вы слышите вообще меня? Смотрите, толщина. Здесь порядка 1,5 сантиметра минимум. Geely, конченые! Даже в эконом они сделали. Здесь можно положить мешок. Мешок цемента. Здесь я могу сесть. Я здесь могу прыгать. В эконом. За минимальные деньги. Я говорю, просто когда в 2016 году появился этот автомобиль, там до 1 000 000 рублей, там седаны, экономы стоили по 500 тысяч. И такой паркетник типа кроссовер зашел с ценой 800. Блин. Друзья, вот знаете, сначала хотел сослаться на то, что корейцы в эконом-сегменте накосячили, но нет. Сошлюсь на Geely Coolray. Помните, как ремень безопасности зажимало сиденье? Смотрите, китайцы, научитесь, здесь просто можно установить пластмассочку, и ремень не зажимает. Китайцы, конкретно про Coolray. Вот, блин, смотрите, высоко, неудобно, да, может показаться, но при наличии вот такого вот фиксатора вы спокойно пристегиваете детей, если, ну, здесь установить бустер, и не надо будет ничего колхозить. При складывании сидения, смотрите, ремень вытягивается. Обратно ремень не зажимает. Молодцы. Смотрите, здесь крутая ручка. Она плотная, она жесткая, и она не болтается. Она реально плотная, жесткая. Дверь не очень тяжелая, но тяжелее, чем у Mitsubishi и Suzuki. Прям 100% она тяжелее. Смотрите, сразу здесь про пластик ужасного качества. Прям, блин, прям очень ужасное качество пластика. Очень сильно затирается. Все об этом пишут, все об этом знают, дилеры об этом знают, производители об этом знают, собственники об этом знают. Качество пластика ужасное, очень жесткое. Жесткое все, мягкого нету ничего, но это экономка. Смотрите, проем достаточно большой, угол двери открывается практически 90 градусов. Попробуем сесть, да? Блин, корейцы, ну как вы это сделали? Ну порог, ну пожалуйста, ну дверью закрывайте, пожалуйста, целиком порог, ну пожалуйста. Я так хотел вас похвалить, но увы. Оп, садимся, пачкаем ноги. Я испачкал уже ноги. Знаете, обычное сиденье без регулировок спинки. Вообще угол наклона не регулируется, но он комфортнее, чем у японцев. То есть вот у прямых конкурентов, я уже неоднократно об этом сказал, не хочу повторяться больше про эти убогие японские автомобили. Угол комфортней, но
сиденье такое максимально прямое, не отформованное, ни бока, ни вот эта часть, да, то есть, ну, такая, ну, скамеечка, но с более-менее комфортным углом наклона. Над головой места хватает, в ногах места хватает. В принципе, ну, можно ехать. Стеклоподъемники без режима авто. Ну и ладно. За эконом, за минимум простим, но они здесь электрические. Косяк, который заметил сегодня при плохой погоде. Вот крыша сделана, знаете, вот углом таким домиком. И вот эта вот вода, она стекает прям четко на сиденье. Вот я сегодня это заметил, блин, и реально, если будет открыта дверь, вы что-то будете делать очень долго, да, в дождливую погоду, вот эта часть сиденья, она будет сырая. И именно вот эти капли, которые капают и падают, ну это я вот их откидываю, они сегодня прям потекли на сиденье. Это минус. Смотрите, по регулировкам, в принципе, я смог отрегулироваться под себя, да, то есть по эргономике нормально, не идеально, нормально. То есть вот по вылету руль не регулируется, да, но у него большой диапазон вниз-вверх. Вот я смог отрегулироваться. Под рост, конечно, хотелось бы, то есть, чтобы он регулировался и по вылету. Сиденье вперед-назад, угол наклона спинки флажочком, удобно. Вот, лифт сиденья есть, считать не буду. Я, в принципе, настроился очень быстро сегодня. Есть подлокотник, пластиковый руль. Рули пластиковые не затираются на Hyundai. А если бы здесь был кожаный руль, да, ну, любой Kia, Hyundai, любой вообще модели с кожаным рулем, там на 50 тысячах они затираются. Здесь 100, я видел экземпляры 200, руль не затирается. У нас не самая богатая комплектация, да, здесь прям вообще программа минимум. По рулю, смотрите, здесь управление мультимедиа, Bluetooth, телефон. Здесь у нас бортовой компьютер, получается, и круиз-контроль. Климат-контроля нет, обычная печка, кондиционер, направление потока воздуха, все. По подогревам у нас сидений, там заднего стекла и всего остального. Смотрите, вот этот вот блок, здесь немного завалена вот эта ниша, да, она удобная, вот этот блок. Одинаковые у всех, у Kia и у Hyundai, да, то есть это блок розеток, USB, AUX, в принципе, все одинаково и хватает всем всегда. Плюс подогревы у нас передних сидений. И помощь при спуске с горы. Автомобиль у нас на автомате 6-ступенчатом. Мультимедиа обычная, без мониторов. Бывают в богатых комплектациях и с камерой заднего вида, и там с парктрониками автомобиля. Это прям вот такая простенькая на переднем приводе. Пластик весь жесткий, везде жесткий. По безопасности у нас передние только подушки безопасности. Это опять же по комплектации вопрос. Да и все. Здесь больше рассказывать не о чем. Ручник обычный. Подстаканники. Один подстаканник побольше, один поменьше. То есть, ну, можно бутылочку поставить и там стаканчик с кофе. Подлокотник не регулируется далеко. То есть, кто-то с маленьким ростом будет неудобно. Боковая поддержка немного есть. Даже она такая жесткая достаточно. Это опять отсылка китайцам и японцам, у которых просто там пальцем вообще легко все прожимается, да, то есть здесь она хоть как-то пытается удержать. Да, не идеально, но она есть. Поясничного упора регулировок нет. Это минус. Остекление, передняя часть нормально, зеркала небольшие, обзорность, ну, мне не хватает по зеркалам, да. Остекление задней части автомобиля очень маленькое, оно очень, ну, как бы закошено получается, задняя часть стекол такая вниз уходит. Ну, я не сильно пользуюсь обзором задних стекол. Друзья, из безопасности здесь только у нас две подушки безопасности в руле, в панели, да, и из вспомогательных систем это система стабилизации ABS. Вот, а больше ничего здесь нету.
предлагаю немного прокатиться на автомобиле. Смотрите, вот сейчас завел, сразу по приборке хотел сказать. Обычные стрелки, по центру нормальный бортовой компьютер, шкала температуры двигателя и шкала объема топливного бака, да, наличие бензина цифровое. Вот сразу вижу расход топлива 13,9. Вот все, кто там что-то заявляет, что там, я не знаю, зимой эта машина кушает до 10 литров в нормальном, там, в большом городе, мегаполисе каком-то, где присутствуют пробки, да, не будет у вас здесь расходов 7 литров в городе никогда в жизни. Смотрите, по подвеске. Подвеска прям такая жестковатая. Вот сейчас неровности ледяные, да, у нас вообще идет дождь, тает снег, и прям вот такое качение. Подвеска очень жесткая, отрабатывает очень жестко, громко она отрабатывает, да, я ее слышу, она меня напрягает, хотя подвеска исправна на этом автомобиле. Руль очень легкий. Прям очень легкий. Усилитель руля здесь, как и на Солярисе, устанавливается, вот по информации, да. Удобно. Да, после 80 этот руль наливается, то есть он становится жестче. Да и все, в принципе, наверное, по ходовым качествам. Ну, шумоизоляции, конечно же, здесь нет. Но, знаете, вот по шумке я скажу, что мне в корейцах комфортнее, чем в японцах. А в японцах эконом-класса, да, то есть я уже об этом говорил неоднократно. Это такие автомобили, как Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Nissan, которые, ну, типа японские бренды, да, как бы, которые шли на российский рынок. Не знаю, вот в плане шумоизоляции как-то вот этого комфорта, тактильного комфорта, то есть, ну, мне корейцы нравятся больше. Друзья, немного хотела поговорить про конкурентов, да, данному экземпляру. Я уже в процессе видео неоднократно их называл. В принципе, это Suzuki SX4 и Suzuki Vitara, которые посвежее по годам, Mitsubishi ASX. Эти автомобили даже на вторичке, если брать 17-е года, значительно дороже. Вот этот экземпляр на переднем приводе сейчас стоит порядка где-то 1 600 000, 1 700 000. Сегодня 2023 год, но это цены сошли с ума. Японский хлам, который я перечислил, он будет дороже. Там начинка будет хуже. Здесь, потому что по коробке здесь обычный классический автомат. Здесь можно выбрать передний полный привод, да, на автомате. Здесь можно выбрать мотор. Здесь есть 2-литровый мотор. Здесь дисковые тормоза, да, в сравнении с теми автомобилями. Я еще упоминал такой автомобиль, как Geely Coolray. Вообще сравнивать не хочу. Geely Coolray — это ужасный автомобиль. Посмотрите обзор, пожалуйста, у меня на канале он есть. Полностью посмотрите, и вы поймете, почему даже сравнивать не хочу с этим автомобилем. То есть, наоборот, даже китайцы со своим Geely пусть поучатся у корейцев, у бюджетных корейцев. Там, я не знаю, у нас на обзоре была Нива Chevrolet, ужасный экземпляр. Блин, лучше со вторички подобный вариант. И опять же, можете заглянуть на премиум сегмент, да, это на автомобили такие, как Audi Q3, BMW X1 и куча брендовых автомобилей в хороших конфигурациях. Ищите, берите живые экземпляры и катайтесь, кайфуйте. Вопрос в том, что вам нужно, что вы хотите от автомобиля получить. Если просто бездушное средство передвижения, пожалуйста, прям, ну, неплохой вариант, да, то есть там по внешке все это на любителя. И самый, наверное, прямой конкурент данного автомобиля — это Kia Seltos, да, то есть, ну, это и платформы схожи, но внешне Seltos мне нравится больше, да, он появился позже на российском рынке. И, допустим, в сравнении сейчас с Hyundai Creta второго поколения, да, свежим автомобилем, и Seltos мне нравится, Creta мне не нравится вообще. Если это еще как-то, ну вот хоть как-то на нее можно посмотреть, то на новую Cretу я даже смотреть не могу, она у меня вызывает негатив. Вы были на канале Вектор, всем спасибо, всем пока!